и его войска даже не успевают дойти. Ну окей, дошел. И не помогло, сори. Ну вот вроде бы парень доминировал, вроде намасил войск, вроде все сделал, но он остался ванов. Так, короче, чё? Я думаю, требуются некоторые разъяснения о том, как и что делать на самом деле нужно, потому что вроде бы стратка состоит из 2,5 элементов, крепость, клыки и гончие. По факту все несколько сложнее. Для этого мы выберем повтор, наиболее удачный для, скажем так, демонстративных целей. Музычку мы сделаем потише. И грузи, пожалуйста, быстрее. Так, смотрим. Мы смотрим на меня. Кого мне нужно брать? Этот пак не подходит. Здесь есть собаки, но здесь лучший командир, больше хп. Ну, потому что ядром все-таки можно вставить в крепости. И у него есть фэнги изначально. Гончие как бы тоже норм. Но гончие нужны против роя. Как вы видите, у этого чела роя нет. У этого челика роя нет. Расставляемся мы всегда на свою сильную сторону. По определению расставляемся непосредственно от края. Ничего не отступая. И ставимся вплотную. Дальше мы выкупаем собак. То есть, если у нас есть собаки, то мы ставим собак на это место. Получается 2 клетки от верха. И измеряем по 4 клетки, чтобы оставалось. Ну, то есть, вот такие проемчики по 4 клетки. Потому что крепость занимает 4 клетки. И получается, у нас есть противорой, есть чав, и вот в данном случае саблезубы на там условно 2 хода, они нужны для того, чтобы помогать мне выживать. Паренек расставился плюс-минус равномерно. Давайте посмотрим, если у него в стальных шарах фокусировка по жирным таргетам. Нет, такого нет. Дальность как бы частично компенсирует эту обилку, но лишь частично. Так. Я здесь могу сам скорость восстанавливать, как удобно. Но, правда, я все равно этого не делал, пока я болтал. Короче, в чем суть? Мысль в том, что необходимо навязать оппоненту максимально неудобные для него условия. То есть, очевидно, когда ты начинаешь расставляться с вот этой стороны, ну или с этой, неважно, ему придется, конечно, часть войск он здесь оставит, или если их не было, то поставит, чтобы пушить противоположную вышку. Но большая часть его сил будет направлена на этот участок. Так, здесь смотрим. Кувалды нет, Феникса нет, Тарантул. Тарантул это 1 единица, то есть его легко продать. Он командир по ракетам, поэтому сейчас будет спамить ракетами, как не в себя. Отыграть я против этого никак не могу. Ну и смысла на самом деле нет, если он мне поначалу будет выигрывать. Но это ему особо ничего не даст. Так вот, о чем я говорил. Смысл в том, что паренек будет выставляться с вот этой стороны максимально. И пытаться меня здесь законтрить, что у него не будет работать, потому что в какой-то момент, неожиданный для него, мы выставляемся с этой стороны. Он начинает наращивать мощь с этой стороны, ты выплевываешься с этой, с бэка ему. Он начинает дефать бэк, и у него часть войск, которые вот здесь стоят, и будут расходиться. Так, секунду. Тяжелая броня всегда. Тяжелая броня. Вот мы все это для крепостей держим. Все вот эти ядра держим для крепостей. Вкачали, все, у нас уже мех-ярость, уже есть дальность, уже есть достаточно солидная пачка фэнгов. Скорее всего, он даже этот раунд проиграет, я, если честно, уже не помню, потому что катка старенькая. Относительно. Так вот, вы расставляетесь со всех сторон, и паренек начинает теряться. Вот ему выпал Скорпион бесплатный, ну, условно бесплатный. И вот он начинает, собственно говоря, от Скорпионов играть. По идее, Скорпионы это сильное такое орудие, которое может, в принципе, и чав почистить, и крепость пробить. Но, сори, это на практике не работает. Нужно слишком много Скорпионов, чтобы выигрывать. Опять-таки, видите, он нас сейчас дамажит, у него вроде бы все хорошо. А у нас здесь штурмовой клык. Это плохо, потому что потеря дальности это смерть. И вот мы думаем, нужно ли брать Рой Ос. Наверное, я бы взял сейчас бы взял Рой Ос, чтобы выиграть раунд. Но мы посмотрим, что я из прошлого сделал. Стал ли брать? Да, взял. Хорошо. Я согласен с собой из прошлого. Нано-ремонтный комплект это кусок говна. Я не понимаю эту обилку и понимать не собираюсь. Расставился я отсюда, потому что, ну, блядь, очевидно, что ракета сюда не дотянется. Я успею по фасту спушить барак. А мне нужно выигрывать раунд.
Все, мы ставим 2 крепости, мы вставляем в нее ядра. На апгрейды денег сейчас, очевидно, нет. На всякий случай ставлю ракету сюда. Здесь есть крепость, фенги, которые, если бы он выстрелил Рой Ос, убили бы. А здесь, собственно говоря, ракета, чтобы убила. И вот, смотрите, он с этой стороны нас пушит, но бап. Да, Осы умерли, но они успели выполнить свою функцию. И дальше крепости спокойно зачищают всю мелочевку, а воздух зачищают фенги. Все, как бы бим-бим-бам-бам. Дальше смотрим. Подземная угроза. Ну вот смотрите, ядерная бомба — это слишком жадный плей. Я думаю, я не возьму ядерную бомбу. Я почти в этом уверен. Если я возьму ядерную бомбу, я сильно удивлюсь. Я бы вообще пропустил. Так, он старается здесь, сюда, сюда, бим-бим-бам-бам, чтобы меня все-таки допушить. Ему хочется меня допушить. Он дает все ресурсы на это. Сюда ему нет смысла срать ракетой, потому что щиты. И он старается вот этот чаф мой уничтожить. По идее, он, может, даже и выиграет из-за этого раунд. Я уже вкачал щиты. Пока что поджог я еще не вкачивал, потому что поджог нужен против жирных юнитов. У него, конечно, есть там, условно, 2 скорпиона относительно жирных и 2 светоча относительно жирных. Но как будто бы оно того не стоит. Лучше сейчас прокачать крепости. Те же кулаки вкачать, потому что кулак просто ваншотает целые пачки. Да, он выигрывает этот раунд за счет того, что быстро снес меня с этой стороны. Ну, как бы не столь критично. Не столь критично, на самом деле. Я ван-оффный остаюсь, поэтому дальше ему нужно меня всеми силами допушить. И вот если бы сейчас предлагали ядерку, он бы 100% взял, но он ее не взял в тот ход. И, собственно говоря, возможно, из-за этого проиграл. Я оставляю дымовую шашечку, как бы, ну, чтобы его скорпионы вальяжно себя не чувствовали. Сам вкачиваю против дыма огнетушитель. На самом деле, очевидно, что он может высрать дым либо сюда. Ну, я-то этого не вижу, что он его даже не взял. Он может высрать дым либо сюда, либо мои юниты дойдут до его дыма и должны его расчистить. Поэтому огнетушителя я взял. А в гончих бим-бим-бам-бам. Смотрим. Он на самом деле особо ничего не наращивает. Просто дает технологии. Вот эта технология мне вообще непонятна. Ну, типа, блокирую 60 урона. От чего? У меня в 2 раза больше урона у фунгов. Ну, типа, такое себе весьма. И вот мы высрали с этой стороны крепость. Все. То есть, спокойно спушить с этой стороны он тоже уже не может. И вот все мои войска заставили его за счет дыма выйти вперед. Мы спокойно зачистили пачечку. Да, он победил меня с этой стороны, потому что здесь армия весьма такая, типа, номинальная была. Но мы уничтожаем этот штаб, и его войска даже не успевают дойти. Ну окей, дошел. И не помогло, сори. И вот он, начинаем мы его пушить. Начинаем его харасить. Здесь бесплатные, наверное, стоит взять либо Тайфун, либо Саблезуб, да, чтобы продать просто. Потому что если это 2 юнита, их долго продавать, а так надо сразу хоп-хоп, продал и выставился. Все, еще намасили войска. Вот он ожидает, что я либо с этой стороны буду продолжать усиляться, либо с этой. А я не планирую ни того, ни другого. Я планирую высраться ему в бэк. Да, у меня нет быстрой телепортации, да она здесь особо на самом деле и не нужна. Вот я бы побоялся, если бы у него были носороги со взрывчаткой, это, как показывает практика, могло бы выигрывать. Но он их поставил как-то ублюдски, вот сейчас он тратит путевой маяк, чтобы выйти из дыма, но вот, сори, вот тут уже обходной. То есть, грубо говоря, он отвлекается на эту сторону, мои войска успевают занять удобную позицию и начать его кошмарить. С этой стороны он меня пропушил, но я его сильно задерживаю. И все, штаб упал, все. Штаб упал, потому что кулак. Если ракетный выпад, ну то бишь кулак бьет условно по вот пачке вот здесь, то он уничтожает очевидно и пачку здесь. Мои собаки чистят дым, как я и говорил, видите, против моего же дыма. У него есть стальные шары, я был под дебафами, но все, его войско посыпалось. Все, вот получается, парень в таком, ну, типа, на перепутье, он не может понять, что ему делать. Здесь нужно фантомное излучение брать, да, чтобы усилить себя, задефать себя. Он то же самое сделает. И вот с этой стороны я его отвлекаю, с этой стороны я его пушу, с этой стороны он не может спокойно быстро пробиться. Вот он начинает память скорпионами, уже как не в себя, видите, обороняет вот эту сторону. То есть здесь нарастил с помощью мустангов и стальных шаров. Здесь нарастил с помощью этих скорпионов. Я высираю ему воздух, он высирает мне ракетку. Обе ракетки, чтобы быстро... Не знаю зачем, если честно. Чтобы... вот бэковая его атака. Это попытка мирорить меня. Но я переигрываю его, ставлю сюда щиты против ракет, чтобы они, ну, спокойно себя чувствовать. Пока его войска там будут высаживаться, пройдет овер до хрена лет. Поэтому сори. Вот ракета мимо.
Я спокойно уничтожаю эти пачки, потом спокойно уничтожаю Скорпиона. Бим-бим-бам-бам, парень растерялся, не может понять, что ему делать. Все, то есть, ну все, парень уже проиграл, потому что он растерялся и не начал строить там, например, плавильни. Он пытается выходить. Вот понимаете, мой выход в бэк не для того, чтобы спушить, а для того, чтобы отвлечь войска. Его выход в бэк, чтобы спушить. Но это не работает. Это не работает так. Но он не может меня спушить. Здесь щиты это всегда имба, потому что щиты усиливают все щиты, включая эти, которые есть на юнитах. Все, и еще высираемся и точно так же выплевываемся в бэк. И в итоге парень просто в окружении. То есть с этой стороны я отвожу часть войск, с этой стороны, да, он частично отведет войска мои, вот примерно вот столько он отведет войск на противодействие. Но это не сильно ему поможет, потому что здесь он меня полноценно выиграть не может. Ну, то есть он выигрывает, но слишком медленно. Сейчас у него еще часть войска отвлечется на эту сторону. И поэтому не факт, что он вообще здесь может меня пропушить. И в итоге получается бим-бим-бам-бам, и парень поплыл. Все. Мальчик поплыл. Он уже путевой маяк поставил, но ракеты делают жук. Все. Здесь все войска посыпались, здесь все войска посыпались. Здесь я высадился, посыпал его. Все. Парень переиграл. Вот как против такой стратегии работать, но только ее зарашить. Ну, типа вот с самого старта получить абсолютную доминацию и просто чела закончить, ну, то бишь меня в данном случае, закончить на 4-5 раунд, что весьма сложно. Но если бы он спамил, например, саблезубы светочи, было бы тяжелее. Но вот Скорпионы это была супер ошибка, как мне кажется, в данном случае. Скорпионы только в теории работают, потому что по факту они не работают, доказательства, хотел сказать, показательные доказательства. Ну, короче, вы поняли, это так не работает, парень, блядь, не работает так. И вот вроде бы всего 2 юнита. Раз, два. Ну, то есть, раз юнит, 2 юнит, 3 юнит. Все, больше никаких войск нет. Всего 2 юнита. А ему, чтобы выиграть, нужно и то, и сё, блядь. Ему нужно плавильни, желательно хакера на всякий случай иметь. Стальные шары ему нужны. Ему нужен чав, чтобы выживать. Но при этом чав должен быть в рассыпную, потому что иначе кулаки взорвут их. И при этом ему нужен античав, потому что у меня чафа много. И ему еще нужно эми. То есть, слишком много опций, которые тебе нужно блокировать всего против 2 юнитов. Имба, блядь, имба, я считаю, это, это имба, это не контрится нахуй вообще никак. Это контрится только если ты заранее супер знаешь. И вот, кстати, точно, этот чел, тут не видно чат, только старый. Короче, придется вам поверить на слово. Этот чел примерно на 3-4 раунд написал мне, что типа, дай угадаю, дальше будут крепости. Я пишу ему после того, как выставил крепости, говорю, ты чертовски прав. То есть парень этот знал, что он будет играть против ФНГ крепости, но все равно не смог подготовиться. Он в конце написал, типа, я плохо сыграл. Я с тобой согласен, чел, ты плохо сыграл. Вот эти носороги, зачем тебе нужно? Зачем? Просто зачем? Я бы понял, если бы он поставил носорогов сюда, и у него в носорогах была детонация. Вот это я бы понял, это был бы сильный мув. Он бы просто, шотал бы как минимум, половину моего войска. Но вот этот мув, он потратил очень много value на него, я бы их продал и, вышел бы в технологии, а он потратил технологии всего на 2 юнита. Вот сюда он мог бы вкачать, не знаю, двойной выстрел, например, чтобы, хотя бы взрывать крепость там 2-1 левела. Он мог вкачать кислоту, которая не сильно работает, конечно, против крепостей, хоть что-то. Но он эти деньги потратил на носорогов. Как бы вот ошибка. Плюс у него очень далеко стальные шары. Плюс с этой стороны он не масит стальных шаров. Вот здесь он выиграл только за счет стальных шаров. Вот только за счет них. Почему парень не усиливается с этой стороны толком, кардинально как-то? А потому что он теряется, он потратил часть ресурсов, чтобы зачем-то бессмысленно выплюнуться мне в бэк. При том, что логичнее было бы выплюнуться в этот бэк. То есть ты выигрываешь эту сторону, здесь не так много войск, и ты можешь выплюнуться сюда и спушить. Но парень посыпался, поплыл. Как бы вот и все. Вот и думаете, как говорится. Давайте я посмотрю, сколько там по таймеру выходит времени. Или я не посмотрю. 14 минут. Давайте начнем каточку. Авось она быстро закончится, и хронометраж не будет слишком долгим. По ММР-кам давайте я скажу сейчас. Без малого 1400 ММР. У парня
немного ММР. Вот если я ему проиграю, снимут немного. И если выиграю, дадут немного. Как бы компромисс пойдет. Окей. Да, вот ты так и думаешь, блядь. Вот что-то думаешь, ломаешь голову, измеряешь что-то, блядь, с линеечкой сидишь кропотливо, что-то думаешь, бам-бам-бим-бам-бам, блядь, как расставиться, какие войска, блядь, как контрмеры. А чел просто два юнита масит и все, и выигрывает себя. Ну, смотрите, фингов нет, но зато есть собаки. Собаки есть только здесь. Это хороший герой, у него достаточно много хп, и у него есть ядра на крепости, как бы, ну, типа... Так как хороший тир-А герой для такой стратегии, если у него соответствующий пак есть. Так, смотрим, что у паренька. Давайте напишем ему ГЛХФ. Не будем токсиками. У него много чафа, мерзкого чафа. И саблезубы. Вот у этого парня, если он вовремя поймет, что я делаю, у него будут все шансы меня выиграть. На самом деле. На самом деле будут все шансы. Продаем эту турку. Так, выставляемся. Так. 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 4 клетки. Ну, для крепостей оставляем пространство. Так. 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 Ну, вот и сюда потом поставим. Парень нам ничего не ответил, да? Да, ничего не ответил. Ну и пошел ты тогда нахер, козел. Ну, он плюс-минус... все, он выставляется с этой стороны, походу. Ну, ползуны с этой стороны, это стандартно, как бы ожидаемо. Но противочафная пушка должна справиться с этим. Да, было бы неплохо, если бы ты, паренек, все делал быстрее. Есть острое ощущение, что этот тип даже не будет нажимать скорость. Ну, типа, вот я хрен знает. Red Power Ranger, ну, и у него красная аватарка. Ну, земля пухом тебе, чел. Менструальные войска какие-то. Ну вот зачем он поставил так близко саблезубов без прикрытия, мне вообще непонятно. Вот они попали тупо, вот этот саблезуб тупо попал в фокус, его в префайром сдули, все, он проиграл. То есть у него пачка, которая должна была меня выигрывать. Ну, в теории, если бы он правильно бы расставился. Но, сори, чел не расставился против меня. Вот он знает, что здесь противопехотная турка, все равно направил туда зачем-то ползунов. Зачем? Зачем ты это делаешь? В чем твой, блядь, смысл? Элитный клык — это супер имба. Берем. Да, очень дорого все это будет стоить нам добро, но что поделать. Зато клыки 3-го левела — это, блядь, машина смерти. Продаем. Давайте, знаете что? Ну, дальность. Нет, нужно дальность. На дальность нужно копить. Нужно копить на дальность. Нужно копить на дальность. Он, возможно, фланговое что-нибудь нам устроит, поэтому... Да нет, вообще, просто терпим. Если он даже пропушит нас, просто терпим. Просто терпим. Ну вот, ракетка вполне ожидаема. Я, собственно, хотел также ракету поставить, но не стал. Оса ожидаемо. Вот это тоже чрезмерно. Ты как бы понимаешь, чел, ты своей ракетой уничтожаешь у меня, ну, 2-2,5 пачки. Осы это как бы излишне. Лучше бы он их приберег на следующий раунд, чтобы гарантированно выиграть. Ну, какой такой своеобразный мув. Но его задача меня спушить. Как бы я понимаю, зачем он все это делает. Его задача гарантированно меня дамажить. Но у него нечем меня дамажить. Ему нужно было масить саблезубов. Вот бэковые атаки пошли. Вот. Бэковые атаки поперли. Тоже, опять-таки, не совсем понятно. Ну, окей, бэковую атаку понятно, чтобы она уже на следующий ход, типа, ну, была готова. Парень, ну ты выигрываешь этот раунд. В чем проблема? Ну, пожалуйста, нажми ты скорость. Я вижу, что он дал скорость. Я просто заранее напишу уже, потому что чел начинает меня заебывать. Так, бим-бим-бам-бам. Быстрая телепортация. Крепости массового производства. Ну, как будто бы... На 100... То есть я могу ими просто насрать, а клыки у меня будут тащить. Или быстрая телепортация. Не, давайте быструю телепортацию. Это более безопасный мув. Сюда. Сюда. Дальность. Так, что еще? Ну и нам хватает еще на одну пачку. Так что давайте еще одну пачку сюда.
Ну, ядра пока не будем вставлять. Давайте на упреждение ракету сюда бахнем просто, потому что, ну, хочется выиграть. Он сейчас опять сюда высадит 2 ракеты, скорее всего. Тайфуны. Ну, неплохой античав, кстати. Если в него ракеты вставить, вот эти вот самонаводящиеся, то это неплохой античав весьма. Ну, смотрим, бим-бим-бам-бам. Клыкам нужна мехярость уже срочно. Но и при этом мне нужно на 4-й раунд как-то клыков высирать. По ощущениям. Но, видите, он все равно проигрывает. Как бы не допушишь. Сори, ты меня, чел, не допушишь. Он лучше бы ракеты высрал вместо тайфунов. Ну, как будто ошибка всегда. Бесплатный буревестник. Он вот этого буревестника оставит, скорее всего, правильно? Он его, скорее всего, оставит. И этот буревестник будет меня заебывать. Поэтому я поступлю вот так. Левела мне раздать некому. Левела мне раздать некому. Так, ну и давайте также сюда высадим ракету. И сюда высадим ракету. Вот сюда лучше. Да, у вас еще времени много. Ну, он пока не продает. Так, мехьяры ставит логично, чтобы ускорить их. Как бы, ну, я бы все-таки вкачал самонаводящиеся ракеты, это посильнее. Ну, такое. Весьма такое, как будто бы. Проблема элитных клыков на старте, ранних клыков, в том, что они очень сильно не вписываются в кривую валюту твоей. Очень сильно не вписываются. Ну, как будто бы нет варианта не делать этого. Буревестников он все-таки не стал ставить. Хорошо. Ну, я перестраховался, щиты выплюнул. Масить клыков сейчас точно уже бессмысленно, потому что тайфуны легко это все дело сдувают. Поэтому нужно крепости плюс эти кулаки. Так. Так, что у нас тут? Да нет, все шляпа какая-то. Так. Брать ли сейчас кредит? Да нет, хп много. Терпим, как будто бы. Как будто бы терпим. Так, он поставил свою крепость. Такое себе какое-то решение, если честно. Ну, он выиграл, но совсем навялово, будем честны. У него осталось, по сути, пачка мустангов. Тут их 2, но остатки от 2. Так, здесь что у нас? Что я смогу легко продать? Фениксов смогу легко продать, да? Так. Так. Как будто бы... Мехярость нужна. И делаем ему внеплановую высадку. Пускай думает, что с ней делать.
Посмотрим, что он с этим будет делать. Нет, только ползуны, поэтому... Вот он, видите, он сильно упоролся на эту сторону, уже снайперы какие-то с Эмми, но он еще пока не вкачал Эмми, но я почти уверен, что здесь будет Эмми. Снова осы в бэк. Ну вот эти юниты, по идее, должны старгетиться. Вот эти-то будут заняты ползунами, но... Так, еще одна крепость. Вот и как он сюда намасился, прям мощно намасился на эту сторону. С этой стороны у него ничего нет. Как будто бы... У него есть ход 2 максимум, чтобы меня допушить. Иначе он проигрывает. Ну, клыки, переагритесь, пожалуйста. Ну вот они в дальности уже ваши. Нет? Похуй. Ну это очень странно, они в дальности были. Но за счет флангового удара, которого он не ждал, он проиграл. А вот вроде бы кажется, что он, сколько он там намасил, прям дохуя всего. Но это так не работает, прости, пирожок. Электромагнитный взрыв. Да, почему нет? Давайте возьмем. Пускай вынуждаем его высираться щитами. Так, левелапы. Левелапы. Так, сюда. Так, берем кредит. Скорость. Дальность берем. И берем также атаку, наверное. Все, смотрим, что из этого выйдет. Ну, эту пачку он, конечно, обезоружит. Вот, ему приходится теперь на эту сторону выплевываться. Не совсем понимаю, зачем он вкачал противовоздушных снайперов. Вот, если честно, вот вообще ноль понимания. Может, мисклик какой-то. Но у меня нет воздуха, бро. Даже ос нет. Ну, типа обилки. Типа, в чем прикол был? А, все-таки он ошибся. Да, это Эми. Но, прости, Эми тоже работать не будет. Так, ну смотрим, с этой стороны мы должны его выиграть. У него практически войск не осталось. Ну, плюс мы его спушили. Ну вот вроде бы парень доминировал, вроде намасил войск, вроде все сделал, но он остался ванов. Потому что он, ну, не может он со всех сторон дефаться. Ну, не может, и все. Это херня, если честно, по ощущениям. Ну, хотя денег много, давайте возьмем. Почему бы и нет? Тогда вот в этого вставим. Так, так. Перетянем часть одеялка на эту половину карты. Что мы? Можем ли мы что-то продать? Ничего не можем продать, к сожалению. Скорость, дальность по определению нужно брать. Давайте тогда с этой стороны ракету так дадим. С этой стороны ударим по стенке, чтобы стенку сдуть сразу. С этой стороны по чафу ударим. И
Давайте на всякий случай еще вот сюда поставим. Возьмем кредит. Возьмем это. Еще ракету поставим вот сюда. Еще ракету поставим вот сюда. И посмотрим, что из этого выйдет. Вот так спамить ракетами имеет смысл, когда ты планируешь заканчивать. Просто вот так засрать челу весь стол ракетами, чтобы замедлить что-то, чтобы что-то там обездвижить и так далее. Ну вот он усилился с этой стороны опять. Но у него здесь все проседает, здесь все проседает, здесь все проседает. Поэтому ГГ. ГГ. Все, пока, чел. Пока. Пока. Вот как-то так это работает. Ну, вот видите, работает же. Вот, ну, работает. Я не знаю почему. Баланс? Да вроде нет, не баланс какой-то получается. А на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. Жду от вас комментариев, любых, хороших, плохих. Всем доброго вечера. Ну а если вдруг не увидимся, то доброй ночи и доброго утра.